Привет, друзья! Сегодня готовим необычную, нарядную и очень-очень вкусную закуску для любого вашего стола, будь то это праздничный, новогодний или же просто посиделки с друзьями. Итак, как вы уже поняли, одну луковицу средних размеров стараемся нарезать на небольшие кубики. Затем берем шампиньоны и стараемся их нарезать на очень крупные кусочки. Не старайтесь их нарезать слишком мелко, пусть они будут более крупными кусками, наша закуска так будет смотреться только красивее. Нарезанные луки, нарезанные грибы нужно будет обжарить на сковородке любым удобным для вас способом, затем перекладываем их вот так вот в тарелку и дадим им полностью остыть. Далее берем две половинки куриного филе, их нужно будет хорошо вымыть. Затем берем нож и вот таким вот образом нужно их будет разрезать, но не полностью пополам. Разрезанное филе раскладываем вот таким вот образом пополам. Делаем один большой кусок мяса. Берем молоток для отбивных и маленькими зубьями стараемся немного мяса отбить. Не перестарайтесь, чтобы мясо осталось у вас целым куском. Отбивать мясо нужно будет только с одной стороны, с той, которую вы разрезали. Затем этот отбитый кусочек нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Со второй половинкой куриного филе делаем точно так же. Разрезаем, отбиваем, солим и перчим. Уже отбитые две половинки куриного филе складываем вот таким вот образом, чтобы получился один большой пласт из мяса. Смотрите, вот эта верхушка, треугольник так сказать, остался без мяса. Мы берем небольшой кусочек куриного филе, который мы отрезали, тоже его вот таким вот образом отбиваем. И тоже его немножко посолим, поперчим и укладываем таким образом, чтобы у нас получился один большой кусок мяса, ровный. Куски мяса в этом случае должны будут немножко залезать один на второй. Это для того, чтобы получился в итоге один целый кусок мяса. Наверх на мясо нам понадобится разложить нарезанный твердый сыр тонкими листами. Сыр старайтесь разложить таким образом, чтобы он накрыл вам полностью всю поверхность мяса. Ну а наверх на сыр с ближнего к вам краю раскладываем вот такой вот небольшой горкой обжаренные шампиньоны с луком. Их нужно разложить только одной горкой, полоской. Не нужно их раскладывать полностью по всей поверхности. Ну а далее нам нужно будет сделать аккуратно и не спеша свернуть вот такую вот небольшую трубочку. Старайтесь делать так, чтобы грибы остались с одной стороны, чтобы они получились как будто бы внутри мяса одной трубочкой. Повторяюсь, самое главное делать эту процедуру уже не спеша, чтобы вам грибы не поразлетались. Вот такой вот аккуратный небольшой рулет у вас должен будет получиться, но это еще не все. Рабочую поверхность застилаем пергаментной бумагой. Наверх на пергамент нам понадобится разложить тонко нарезанный бекон. Ну и во время того, как вы будете раскладывать бекон на пергаментную бумагу, делайте таким образом, чтобы каждый кусочек бекона друг на друга залазил примерно на 50%. Ну и посмотрите, ширина полосок из бекона должна быть такой, чтобы влез в них полностью весь рулет, который вы делали из курицы. Далее аккуратно перекладываем рулет из курицы на бекон, таким образом, чтобы он вам не развалился. И с помощью пергамента нужно завернуть таким вот образом, чтобы все полоски полностью и очень хорошо накрыли рулет из мяса. Вначале с одной стороны, затем со второй стороны, но по итогу постарайтесь сделать так, чтобы шов из бекона получился внизу. Вместе с пергаментной бумагой перекладываем все на противень и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов ровно на 45 минут. Во время выпечки аромат в квартире стоит просто бомбезный. Через 45 минут достаем все из духовки и видим, какая красота и вкуснота у нас получилась. Ну и после того, как закуска немного уже остыла, берем нож и нарезаем на порционные кусочки. Смотрите, во время нарезания все держит форму очень отлично, ничего нигде не разваливается, не растрескивается. А самое главное, посмотрите, как красиво все у нас получилось внутри. Сочная, нежная и очень-очень вкусная закуска на любой стол у нас получилась. Все, кто пробует такую закуску, спрашивают, из какого мяса я ее готовил. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свое мнение в комментариях. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!